be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. Всем привет! Давно я вас не приветствовала на моем канале, месяцев, наверное, 9 или 8. Я уже точно не помню, я выставляла немножко шорты после своего последнего видео про, по-моему, деревянные фитили. Я не то что вернулась на канал, но я захотела для вас снять такое пояснительное видео, и я собрала тут очень много пунктов, чтобы не забыть рассказать вам обо всем, о чем хотела. Чувствую себя как какая-то бизнес-вумен, потому что, да, я владелица бренда. Давайте по порядку я вам все расскажу. В общем, эти 9 месяцев для меня были такие, я не знаю, как сказать, сложные, несложные, очень интересные. Много всего изменилось, я очень много тестировала, я уже ненавидела это слово. Я надеюсь, это видео не затянется, но у меня есть очень много о чем рассказать, поэтому я попытаюсь как-то быстро разговаривать. Давайте начнем с того, сколько я работала над брендом. Я не помню, в октябре, по-моему, 2021 года я начала думать. То есть даже не я начала думать, а мне мама просто подкинула идею. Вот, знаете, люди не зря вам встречаются в жизни и не зря вам что-то там подкидывают, советуют, просто что-то где-то скажут, вы, возможно, не заметите, не услышите или реально задумаетесь. Так вот, сразу мой ответ был на то, чтобы... Почему бы тебе не делать свечи, ты же их любишь, а я всегда любила, обожала свечи, просто мне не попадались качественные. И я сказала, что это дорого, свечеваров очень много и конкуренция высокая. Что интересно, что до того, как мне мама написала эту смс-ку, я сама почему-то попала на рекомендацию наборчик для того, чтобы приготовить свечу на Амазоне. Я так смотрела и думаю, капец, я могу сама себе сделать свечу. Я искала и подумывала себе заказать. Потом я как-то забросила эту идею, и вот мне мама прислала такую смс-ку. После этой смс-ки у меня ушло очень много времени и терпения. Самое главное терпение это в том, чтобы не купить сразу все, что вы видите. К примеру, начинаете сразу скуповывать все разные воски по 5 килограмм, куча банок непонятных, с непонятным диаметром. Я делала такой анализ, собирала такой список, что мне надо конкретно, в каких количествах, какого качества, искала многие магазины, потому что очень много мне нужно, немного, а в принципе все мне нужно было заказывать за границей. После всего этого, конечно же, пошли мои ошибки. Я-то думала, что я уверена в себе, я все продумала, просчитала, на это ушло у меня, я не знаю, где-то месяца, может быть 2, 3 или 4, я уже точно абсолютно не помню, но у меня ушло много времени только на подготовку. Поэтому те, кто думают, что я реально тестирую, именно процесс тестирования свечи у меня идет много-много лет, то вы ошибаетесь, и это очень смешно. Какой-то воск заканчивался, для меня это было очень печально. То есть представьте себе, вы купили какой-то воск, вы уже начали разрабатывать вашу свечу, и вдруг оказывается, что его больше нет. Вам нужно переходить на другой воск, и, собственно говоря, начинать заново. И у меня это происходило несколько раз. Я заказывала один воск, потом еще один. Потом я заказывала с Америки, типа люксовый, хороший, но он оказался очень дорогой и невыгодный. В итоге я остановилась на одном воске, с которым у меня сейчас стоят готовые продукты. Чтобы вы понимали, это не заканчивается, не закончится никогда. Вот этот процесс тестирования и смены материалов, она не заканчивается никогда. Я была очень много раз расстроена, что все не работало так, как я хотела и думала. Я меняла сайты, где заказывала материалы, и, короче, очень много всего произошло. В итоге я отложила в сторону деревянные фитили. Я с ними вообще-то планировала делать свечи только потому, что вот меня интересовало то, чего мне было недоступно. То есть я никогда в жизни не покупала свечу с деревянным фитилем. Я подумала, что будет круто, если я сделаю с деревянными фитилями свечи. В итоге оказалось, что они вообще не... Я не знаю, как сказать, они проблемные, очень проблемные. Лично я, не знаю, как вы, но я не уверена с ними на 100%, что вот моя свеча горит именно так, как она горела у меня, потому что это дерево. Оно каждый раз какое-то разное. Я уже убедилась 100 раз, я пробовала несколько фитилей, таких же самых, деревянных. Один горел нормально, другой не горел. Это как бы бесконечная вот эта нервотрепка, мне не понравилось. Я перешла на
обычные хлопковые, потому что с ними реально проблем никаких не было. Ну и в общем, если говорить про процесс тестирования свечей, наверное, вот именно с моим воском, с которым я в итоге на нем остановилась, я тестировала, наверное, полгода или год. Когда я уже практически отработала свои свечи, я начала параллельно работать над своим сайтом. Я его строила абсолютно сама. Реально у меня заняло, наверное, где-то неделю или чуть меньше, чтобы сделать все фотографии, то есть отснять свои продукты не на какую-то супер крутую камеру, не в каком-то студио, я не знаю, все на свой iPhone 12 Pro Max и просто у себя вот на вот этом вот столе. У меня были специальные такие, я не знаю, как он называется, типа капы, короче, такие штуки, на которые можно повесить фон, выставить фон, и все, и тебе больше ничего не надо. Просто нужно уметь с этим работать. Я работала над сайтом с лета 23 года. Где-то я заплатила за сайт $350 на год. И плюс свое имя, название моего сайта, за это ты тоже платишь еще, по-моему, $15. Сразу такие цены невероятные, кажется, что ого, но нужно с чего-то начинать. У меня было очень много страхов насчет вот этих всяких политика использования и конфиденциальность, доставка и все вот это вот, что есть обычно на сайтах, когда вы заходите и хотите там прочитать какую-то информацию. У меня насчет этого был какой-то невероятный страх, я не знала, где мне брать информацию, что делать, но, к счастью, на платформе, на которой я строила сайт, это платформа Shopify, на ней были готовые такие шаблоны, где вы просто там под себя немножко корректируете, ставите ваше имя магазина, и все. Сейчас хочу немного рассказать, почему я, так сказать, бросила свой канал. Я перестала снимать видео по нескольким причинам. Первая причина — это то, что, во-первых, у меня очень много всего менялось, то есть тесты за тестами я что-то меняла, и я не могла снимать бесконечные видео о том, как я что-то тестирую, и в итоге оно не получается, и потом снимать новое видео, ну, короче, как бы нету в этом смысла абсолютно. Еще я поняла, что вот эта тема свечеварений, она, не знаю, на русскоязычную аудиторию как-то не особо популярно зашла. Не знаю, я надеялась, что с моими стараниями меня оценят немного больше, но я чувствовала, что я отдаю слишком много, я очень много трудилась, собирала информацию, снимала. Я была и режиссером, и короче, всем, кем можно было быть, я старалась и тратила на это кучу времени, энергии. В какой-то момент я ощутила, что я не получаю возврат той энергии, которую я вложила. Хотя нужно получать еще и больше. Под некоторыми моими видео, которые набрали очень много просмотров и стали такие популярные, очень много всяких негативных комментариев, каких-то по типу «ты не понимаешь вообще, что ты делаешь, ты даешь какую-то неправильную информацию». Мне это так смешно, так ржачно. Люди, которые абсолютно ни в чем не разбираются, даже не постарались поискать какую-то информацию. То есть, как бы, да, просто так берут и пишут, что я там в чем-то не права. Я вычитала эту информацию, я смотрела на других свечеваров, которые уже имеют свои бизнесы и много-много лет, и все у них успешно и хорошо. Поэтому я перестала отвечать на многие комментарии по типу всяких вопросов: а почему у меня не трещит фитиль, или а какой воск мне нужно использовать, или а какой диаметр банки должен быть. Ну, мне, я не знаю, это правда смешные такие вопросы новичков, но поверьте, я же не какой-то там, я не знаю, эксперт, которая должна вам сказать, почему у вас не горит деревянный фитиль. Вы должны сами, во-первых, покупать качественные материалы. То есть, если вы заказываете что-то на Алиэкспрессе или на eBay, не знаю, это ваш выбор, но, возможно, фитили у вас и не горят именно по этой причине. Все, что я уже поняла, это я тоже была такой, как бы, не то что задавала вопросы, а искала ответы у других свечеваров на видео. Я смотрела, что они используют, и пыталась найти те же самые материалы, пыталась сравнивать там материалы, размеры и всему подобное, но потом я поняла, что на деле это все зависит от того, что ты заказал, и вообще, где ты варишь свечи, какая у тебя температура в квартире, в комнате, в
какой стране ты живешь, короче, есть очень много факторов, и я бы могла говорить об этом очень долго, но не буду затягивать. Дам вам один очень важный совет для тех, кто только начинает. Не нужно искать у других свечеваров ответы на свои вопросы по типу, какие материалы мне использовать или почему у меня не так, как у вас. Все потому, что вам нужно это попробовать на себе и попробовать с вашими материалами, потому что 100% вы не используете то же самое, что использует другой свечевар. Если, конечно, вы не живете там в одной стране, покупайте одно и то же в одном и том же магазине. Мне очень жалко вас, особенно хейтеры, которые пишут: ой, у тебя не так получилось, ой, почему ты такой перфекционист, зачем 100 лет вот это тестировать? А я хочу вам задать вопрос: а вам какое от этого вообще дело? Если я наслаждаюсь процессом тем, что я хочу довести продукт до идеала, и я работаю над своим брендом не просто, чтобы вот так вот, просто вот мой бренд, пожалуйста, покупайте мои свечи. Я сама в них не уверена, я вообще не знаю, как они горят, как они пахнут, может они сделаны как-то небезопасно, ну мне пофиг, главное, чтобы заработать деньги. Это совсем не была моя позиция, поэтому мне реально смешно и очень жалко всяких вас, хейтеров, если вы сейчас смотрите. Особенно, когда написали последний комментарий: ну что, как-то, я не помню, как написали. Вот, мой самый любимый комментарий: ну что, все, скопытился канал, а как защищалась, будто я не права в чем-то. А нет, со стороны видней. Это очень смешно. Да, скопытился, вот мой канал скопытился, я открыла всего лишь свой бренд неделю назад где-то, и у меня все в порядке. Вот так скопытился мой канал. Очень много споров было со всякими комментаторами, которые цепляются за каждое слово. Мне правда смешно и жалко таких людей, которые не занимаются своей жизнью и не делают ничего интересного в жизни, а только сидят вот это и всякие какашки пишут. Слишком много чести для хейтеров, давайте перейдем к моим продуктам. Я вам сейчас покажу несколько моих продуктов и расскажу вам, что да как. А я начну с самого маленького моего продукта. Это мелцы, кубики воска. И над ними, в принципе, я бы могла их реально продавать еще, наверное, год назад или 1,5 года назад, но я не хотела так, чтобы, купите вот это вот просто в пакетике кому-то вынести и все. Я хотела все официально, через сайт, да, легально, а не так, чтобы пойти на рынок и продавать как-то по-черному. Я ждала, когда отработаю свои свечи для того, чтобы все вместе уже продавать как нормальный человек. Самое смешное, что перед тем, как я открылась, я сделала ребрендинг сама себе. Получается, никто об этом даже не знал. Вначале я придумала вот такой вот логотип, как вот здесь. Это BE Edition Candle Co. То есть BE это как бы моя фамилия, имя. И не знаю, для меня это было нормально. Потом что-то вот так вот случилось в голове, и я придумала что-то намного лучше. Переходим к следующему продукту. Моя маленькая свеча в жестяной баночке с 2 фитилями. Вот здесь вот, кстати, новый уже логотип, который я отработала. Просто B Edition Candle Co. Ну и еще одна красотка, это одна из моих любимых свечей. Раньше я мечтала всегда купить такую свечу, но это было реально чем-то недоступным. Я не знаю почему. Вот такая вот эмбер баночка, и не знаю, мне нравится в ней абсолютно все. Наклеечки, конечно, я делаю сама. Я вам скажу, я не в восторге, вообще не в восторге от того, как работает мой принтер, но не хочу как-то вкладываться еще в принтер более дорогой, потому что мой принтер тоже был дорогой. Я с ним намучилась, господи. Мне кажется, у меня ушло больше времени на вот отработку наклеек с моим принтером, нежели тестирование самих свечей, потому что там, ого-го, если вы покупаете обычный вот этот встроенный принтер, то я вам вообще не покупайте, пожалуйста. Лучше делайте наклейки на заказ у кого-то там. В принципе, все мои наклейки выглядят очень хорошо, но бывает так, что он плохо печатает цвет, появляются какие-то полоски, и это портит наклейки, то есть мне приходится их выбрасывать. Это один из минусов, когда вы реально берете все на себя. Ну и на данный момент у меня опять происходит переход с одного воска на другой. Сайт, на котором я заказывала очень долгое время свой воск, с которым я уже сработалась. Вот этих вот свечах у меня один воск, а вот этих совсем другой. Здесь у меня кокосовый.
Получается, у меня и то, и другое, короче, все на свете. Я не люблю, короче, легких путей, но что поделать. У нас вдруг появился воск, о котором я прочла на других сайтах, и он мне очень понравился. И цена мне, конечно же, понравилась, потому что мне не приходится платить за его доставку за границы. Я объясню сейчас, почему я перехожу на кокосовый воск. А все потому, что я, так сказать, в кавычках, рассорилась со своим сайтом с Англии. Они мне присылали несколько раз много, очень много вот этих вот белых банок, поломанные, разбитые, поцарапанные. И мне уже было даже стыдно, как бы я, знаете, я человек такой, что вот мне что-то пришло, я сразу фоткаю, я все фоткаю, чтобы были все доказательства, чтобы мне вернули там деньги или сделали возврат, но мне присылали очень много, доходило до 12 банок. И по-моему, с сентября они перестали отвечать, просто перестали. Я поняла, что, меня, видимо, в черный список, зачем нам вот это вот разбираться с кем-то. Короче говоря, я с ними как бы не ссорилась конкретно, но я поняла, что с ними лучше не вести дела, и тем более у них все дорого было. Сейчас поговорим о немного грустном и то, от чего немного пропадает мотивация и появляется какое-то странное ощущение, как будто вы никому не нужны. Это уровень, когда вам нужно постоянно снимать, выкладывать, делиться, рассказывать, реклама и, прочее. У меня получилась такая ситуация, что я открылась неделю назад и потихоньку начала выкладывать рилсы. Нужно над этим стараться, нужно каждый день, вот реально каждый день что-то выставлять, чтобы насытить ваш профиль, чтобы в нем было очень много всего интересного, продукты со всех сторон, разные продукты, там описание, может быть какой-то giveaway, много всего. Как только я открылась, я начинаю себя рекламировать и все такое. Это очень долгий процесс. Завлекать людей на ваш профиль, завлекать людей особенно на ваш сайт. Если только кто-то не будет искать конкретный продукт или прям напишет название вашего сайта, тогда на вас попадет. Иначе вас никто не будет рекомендовать там в первых страницах. Поэтому чувствуется, что вас никто не видит и не замечает. Для этого нужна реклама. Я сажусь за компьютер, я готова целый день слушать видео о том, как настроить рекламу Фейсбука, Facebook Ads или как это там, Facebook Business, Я посмотрела, я примерно все поняла. Тут доходит до того, чтобы зайти на мой аккаунт, нужно заходить с вашего личного аккаунта и подключаться к Facebook Business, как-то так. А у меня что написано насчет моего аккаунта? Что вам запрещено рекламировать. Я такая увидела, я еще ничего не сделала, чтобы вы понимали, ничего не настроила, я не ввела никакие там данные, ни данные там карточек, ни банка, ничего. Я просто новичок, который зашел посмотреть, как что сделать. И я уже была заблокирована. У меня реально глаза выпадали на пол от того, что я сидела, я вот так вот в монитор смотрела, и я не могла найти никакую информацию, что мне делать, что делать с тем, что у тебя заблокирован аккаунт для рекламы. Это самое страшное, что может быть, ведь я была уверена в том, что без рекламы реально сложно начинать. Вам нужно сразу вкладываться в рекламу, чтобы вас хоть как-то где-то заметили. А реклама Фейсбука, это получается реклама номер 1. Это Facebook, Instagram и Google. А вот так вот получается, и в итоге я мучилась 2 дня, я пыталась себя разблокировать. Я так поняла, что кто-то воспользовался когда-то моим профилем для того, чтобы создать какую-то там рекламу. Его заблокировали. В общем, я сдалась, и с большим огорчением мне пришлось удалить мой Facebook, который был открыт с 2010 года. Удаление, конечно же, идет не сразу, а месяц. Сейчас я немножко на паузе, не могу делать рекламу, пока не удалится мой старый Facebook. Но раз не получилось, значит, так нужно было. Мы подождем месяцок. Расскажу вам немного про доставку. У меня доставка не через какую-то там фирму типа FedEx, DHL, а просто обычная
доставка через почту, почта Израиля. И у меня там получается 2 типа доставки. Одна доставка это за границу, одна доставка курьером здесь. Долго я ее настраивала, я писала, что вот, здравствуйте, я хочу к вам там подключиться, объясните мне весь процесс, что там нужно делать, короче, кому звонить. И ответа я ждала 3 недели, чтобы вы понимали. Перед тем, как вы открываете свой бизнес и у вас какой-то товар физически, который вы будете продавать и отсылать куда-то, обязательно подумайте о том, что в стоимость вашего товара вы должны еще каким-то образом включить доставку. Но я в этом ничего вам не буду рассказывать, потому что у меня... Я вам, кстати, еще не сказала, что у меня уже был первый заказ. Это был первый пробный заказ, когда я через свой телеграм-канал искала просто кого-то, чтобы протестить доставку за границу, так как я вообще переживала, вдруг я напечатаю что-то не так, вдруг оно не дойдет, вдруг оно там сломается, потеряется или еще украдут, и, короче, много всего. И моя доставка дошла. Первая доставка это была в Италию. Моя свеча сейчас красуется в Италии. Я очень рада, что девочка у меня заказала и написала свое впечатление, прислала мне видео и фотки, чтобы я была спокойна, что я все сделала правильно. Ничего страшного не произошло с ней и что я могу продолжать в том же духе. Так что насчет доставки я вам ничего не могу посоветовать. Это вы должны все узнавать только там, где вы живете, к сожалению. Я очень многие видео смотрела насчет доставки, и американцы, которым очень сильно в жизни повезло, у них там все автоматически считает, вот этот USPS, все там автоматом рассчитывается, сразу выходит вам наклейка отправки, или как оно, короче, shipping label. А у нас нет, у нас все вручную, нужно рассчитывать цены вручную, я это тоже делала много часов. Те, кто, возможно, хотели у меня заказать что-нибудь на сайте, я вас немного огорчу, потому что если вы с России, из Беларуси, то у меня нет для вас способа доставки, все потому что нету способа оплаты. Здесь нет никакой политической причины, потому что я очень хотела, чтобы я была доступна всему миру, чтобы все, кто захотят что-нибудь у меня купить, чтобы у них была такая возможность, но посмотрим в дальнейшем. Не думаю, что я вам здесь рассказывала, я рассказывала на своем телеграм-канале. Для тех, кто хочет быть со мной больше на связи, и вообще в телеграме я реально, для меня по уровню прям инстаграма, я могу туда выставлять что-то вот прям каждый день. Я там делюсь всем на свете, и полезной информацией, и всякими закулисьями, поэтому, если вам интересно, можете присоединиться. Я решила открыть еще один YouTube-канал именно на английском. Во-первых, я очень сильно поверила в себя, что я могу говорить на английском, я могу реально снять какое-то видео. А для меня это было как, я не знаю, реально что-то новое, страшное, но в то же время очень интересное и хороший способ себя рекламировать. Поэтому я решила открыть YouTube-канал именно от имени бренда. И я подумывала просто снимать туда какие-то там процессы, как и на этом канале, только на английском. И тут у меня была сложность с первым видео, я сидела 3 часа, реально 3 часа снимала видео. Просто делилась своими материалами, что у меня есть и чем я пользуюсь. So another important thing in the candle making, it's a infrared thermometer. Kerosene Pillar Blend is a 100% soy, so that's like my test for today. The wick can just lean on one of the sides, first session of burning process and the end of the first hour. I really like to documenting everything digital because you can add your pictures. I like to use the top, middle and bottom notes. You're just clicking on printing. You just need to try to stick your label a couple of times. На данный момент я планирую снимать только на английский YouTube канал для того, чтобы больше распространяться всему миру. Так что если вы понимаете английский, то я вас тоже приглашаю на свой YouTube канал. Сейчас будет немного краткая история о том, как я еще не открылась, но у меня уже был заказ свечей, и он оказался ложным. Как только я отработала первые свои 4 свечи, именно 4 разных аромата, я приготовила свечи для того, чтобы подарить каким-то там людям, чтобы получить просто отзыв. Ну и проверить, в принципе, кому нравится, что нравится. В общем, в целях тестирования я сделала 4 свечи на подарок. Получается так, что у мамы на работе там нашлись всякие девочки, которым она отдала свечи.
После того, как я их отдала маме, мама мне пишет, что вы понимали, это было перед тем, как у нас был Новый год, местный Новый год у нас в сентябре. Это это праздник номер 1 в Израиле, поэтому как бы все начинают искать там подарки, сходить с ума. И мама мне пишет: срочный заказ, я уже не помню сколько, 50 или 40 свечей. И я такая: что? Я только недавно отработала свои свечи, а мама мне говорит: ну ты же уже сделала, ты же уже все, хватит там тестировать, давай 50 свечей, мне нужно на завтра. У меня, во-первых, не было столько банок, у меня не было понимания того, что когда делают такой оптовый, это уже, считай, оптовый заказ, нужно, брать аванс или предоплату, или как-то говорится. Но я абсолютно не думала об этом, написала маме, что вот у меня есть там 40 банок, мне нужно там пару дней, и все будет готово. Вы не представляете, какая радость. 40 или, я уже не помню, 30 или 40 свечей я начала готовить. На следующий день у меня был процесс, который я обожаю больше всего, это клеить наклейки и, собственно говоря, уже готовить продукт к продаже, к отправке. Я уже начала все свечи упаковывать, они уже были готовы в том, в чем у меня было. У меня были коробочки не по размеру, все получилось не так, как я думала, но, в общем, все сделала, приготовила. В итоге мне мама что говорит, что, пусть у тебя стоят, пусть у тебя будет на твои продажи. И я говорю: что? В смысле, пусть у меня стоят? Я вообще-то не собиралась открываться. Я открылась через 4 месяца, то есть у меня до сих пор эти свечи стоят уже 4 месяца. И она говорит, что, у нас на работе там сказали, что начальник хотел сделать подарок работникам, и у них была определенная сумма, на которую они могли там закупить товары, там, подарки, да, и оказалось, что это для них дорого, моя цена, хотя у меня была цена нереально низкая, то есть сейчас у меня вообще такой цены нет. И в итоге этот заказ оказался ложным, и мне было реально очень, знаете, больно, когда у вас что-то заказали, и вы такие радостные, это первый мой заказ, особенно оптовый, вы постарались, вы потратили на это очень много сил, времени, и в итоге вам просто отказывают. И тут сразу же я вам даю совет, сразу берите предоплату. Я не знаю, во сколько нужно брать предоплаты, но я бы брала сразу 30 или 40%. Вот такая вот история, я запомню ее навсегда. Смена моего настроения и мотивации, это было вот чисто вот так вот, просто вот так. Это был ужас, по ощущениям было кошмарно. Меня это научило только тому, что нужно знать, с кем имеешь дело, и сразу думать о предоплате, о том, что могут отменить, о том, что вы потеряете. Особенно если это специальный заказ, то есть свечи на заказ, и, допустим, у вас заказывают специальные там наклейки с какой-то там надписью, там кто-то с кем-то женится, в общем, вы поняли, примерно такое, если у вас заказывают, и этот товар, он на заказ, он больше никому не подойдет. И если у вас это отменяют, вы теряете очень много денег, времени, мотивации готовить дальше. Последнее, о чем я вам хочу рассказать, это советы. Именно советы от меня, что я уже прошла, что я вам могу посоветовать. Первое, это не заказывать все для свечей на одном сайте или у одного поставщика. Потому что может случиться так, что магазин просто закрывается. Как случилось у меня с одним магазином, не очень важным, но там я заказывала фитили. Этот магазин просто закрылся, и никто не мог в это даже поверить, что вы понимали. Интернет просто взорвался от кучи комментариев, люди пишут: как, магазин этот закрылся, я у них покупала это, мне теперь нужно менять все продукты, мне вообще они не сказали заранее, я ничего там не докупила наперед. Может случиться так, что все, что вы покупаете с одного магазина, магазин закрывается, и у вас нету продукта больше. Вам нужно заново отрабатывать, искать где-то воск, банки, фитили, аромамасла. Я правда никому не желаю такого, это кошмарно. Мне чисто повезло, что я на этом сайте заказывала фитили, которые, в принципе, можно и на другом сайте купить. Еще один мой совет будет насчет стоимости вашего товара. Рассчитывайте на то, что все материалы, которые вы покупаете, чтобы они не были слишком дорогие, потому что вам придется еще добавить доставку, добавить себе какие-то 10%. Еще вам придется за много чего там платить, налоги и все такое. Я изначально, когда заказывала свой воск,
вот этот с Англии, то я была уверена, что, в принципе, с ним цена нормальная, но если добавить еще доставку, я сейчас не представляю вообще, какая цена была бы. Это реально, мне кажется, самый такой простой, банальный совет, но когда вы покупаете, там, заказываете банки, вам кажется, что ой, это там всего лишь там $1, $2, а потом вы начинаете считать: банка, фитиль, наклейка на фитиль, наклейка предупреждения, наклейка на товар, наклейка на упаковку для отправки, коробка для отправки, листик благодарности, как использовать, какой-то мини-подарочек бесплатный, как пробник, что я тоже, кстати, готовлю. Доставка, я не помню, что я еще не сказала, арома масла, и все это вам обойдется, в итоге вы посмотрите на цену, очень много в итоге. Даже несмотря на то, что вот это вот было дешево, там по чуть-чуть, в итоге собирается вот такая вот сумма, и вам нужно ее потом приумножить. У меня цена состоит из материалов, которые я использую. Я умножаю на 4, добавляю где-то 10%, смотря сколько вы можете еще добавить, может быть, допустим, 20%, но у меня бы это вышло слишком много. И плюс я еще делаю часть доставки в стоимость товара, плюс оставляю маленькую часть, как бы, чтобы написать покупателю. Ну, в общем, это самое трудное, это вот ставить цену своему товару, чтобы и вам было выгодно его готовить и продавать, чтобы люди его покупали. В принципе, очень много всего, но проверяется это все на деле. То есть пока вы не начнете там продавать и получать отзывы от людей, вы не поймете, что вы там сделали правильно или что вы сделали неправильно. Если вы, как и я, готовите наклейки сами для себя, то печатайте их не в больших количествах, потому что часто как только вы начинаете, у вас появляются какие-то новые идеи, заканчиваются какие-то банки, вы их не можете больше найти, но у вас куча наклеек, где написан какой-то там размер, допустим, 200 грамм, да, и у вас больше не будет такой банки, то вам придется выбрасывать эти наклейки. Нужно все делать по чуть-чуть и распределять так, чтобы вот реально вы этим воспользовались. Не знаю, что вам еще посоветовать. Не терять мотивацию, наверное. Как не терять мотивацию? Просто любить то, что вы делаете. Это реально, если бы я не любила свечи, а чисто для денег, я бы давно уже бросила эту затею, потому что я бы подумала: нифига себе, 2 года. Чуть меньше 2 лет прошло с момента, как у меня зародилась только эта идея, до момента, как я официально сняла пароль со своего сайта и открыла его для всех. Он стал как бы доступным. Это, наверное, самый важный совет. Это реально любить то, что вы делаете, иначе вам будет очень трудно справляться, и в итоге вы потратите кучу сил, денег и закроете ваше дело, и все. Думаю, что на этом все. Надеюсь, видео не получилось слишком тяжелым. Просто я хотела как-то появиться и рассказать обо всем за 9 месяцев, вообще, что случилось и что происходит сейчас. Я вам оставлю все ссылки на мои соцсети, на мой сайт, если вы захотите посмотреть или там сможете заказать. Все, что вам нужно, будет в описании. И я реально вам благодарна, что на этом канале у меня достаточно много подписчиков появилось, и очень многие задают всякие вопросы. Я реально благодарна этому каналу, что я могла здесь делиться с вами чем-то полезным, и слава богу, что на моем канале было больше адекватных людей, нежели всяких странных хейтеров, которые сами не понимали, что пишут и вообще о чем канал. Если у вас есть какой-то бренд, над которым вы работаете и просто не можете поверить в то, что вы когда-нибудь реально откроетесь, то поверьте, просто вот я была так же сама на вашем месте, я не могу поверить, реально не могу поверить, что когда-то я тоже думала, что сколько времени, наверное, еще пройдет, прежде чем я откроюсь, и когда я вот это буду сидеть и рассказывать, что я наконец-то открылась, что у меня все получилось, и я не зря старалась. Главное терпение и любовь к вашему делу. У вас все получится, я в вас верю. Все, что должно произойти, то с вами случится, и я вам желаю только всего самого хорошего. Самое главное — это жить в реальном моменте и не думать постоянно наперед, не пытаться как-то спешить, потому что вы потом оглянетесь назад и не поймете, куда делись ваши несколько лет нервов и работы над брендом. Поэтому работайте над своим брендом с удовольствием и в реальном моменте. Проживайте реально все эти этапы, потому что потом будете вспоминать, и это будет реально весело. Это будет весело вспоминать. У вас будет какая-то история успеха, о которой вы сможете потом рассказать вашим покупателям, и это может стать какой-то
даже очень интересной изюминкой. Если что, вы знаете, где меня искать, возможно, я еще сниму сюда какое-то видео, я не знаю, ничего не могу обещать, но вот если у меня появится желание и какая-то идея интересная, то я обязательно сниму какое-то видео на этот канал. Еще раз спасибо вам за просмотр, и я была очень рада с вами повидаться. Надеюсь, увидимся с вами еще скоро.